Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз «Личная жизнь» до конца 2024 года. И должна сказать, что 2024 год, год дракона, очень благоприятен для построения теплых и искренних отношений. Ведь дракон ценит дружбу. И все то, что надежно, то, что идет от души, то, что искренне, то, что на годах где-то. Дракон не терпит фальши, он не терпит чьей-то игры. И все мы будем большими реалистами в 2024 году. Вот давайте узнаем через образы карт, как проявит себя партнер. И будет ли новое знакомство. Какие возможны перемены в вашей жизни. Как изменится в целом ваша жизнь. И точка отсчета у нас где-то 19 февраля. Это связано с планетой Хирон, выравниванием, точнее ее, в знаке зодиака Овен, с лунным узлом. Это как точка невозврата, или с планетой Хирон связывается символ израненного целителя. Может быть, мы шли, занимались чем-то, или сложилась какая-то данность к этому периоду, когда или есть прошлое, которое мы должны оставить позади, или как-то отстроить по-новому нашу личную историю. Может быть, это будет сопряжено с достижениями в других каких-то сферах, но все же по дракону, в год дракона, будет очень важно отстроить свое счастье, мои дорогие, во всех сферах жизни, чтобы оно не было однобоким. И где-то начинается с 19, повторюсь, февраля, и Хирон в знаке Овен пробудет до апреля 27 года. Это только самое начало, как может быть у кого-то зарождение новой любви, или возможности ваши отношения перевести на новый уровень, или договориться в тех случаях, когда, нашла коса на камень. Вот давайте узнаем ваше настроение, если мы говорим про личную жизнь на 2024 год, общий фон, как вы себя будете позиционировать, ваш настрой, может быть. И что вам будет помогать? Ваши сильные стороны. Как проявит себя ваш партнер? Человек. Может быть, у кого-то и знакомство новое. Или тот партнер, который у вас есть на данный момент. С его стороны, как будет проявление. И будет ли новое знакомство, давайте узнаем. Или новые отношения, будут ли. Что вам может помешать, мои дорогие? По мнению карт, ваши возможности, сюрпризы, подарки судьбы или каково продолжение, которое следует. И достанем совет от карт. Итак, первый вопрос, первая позиция, ваш настрой. Ух ты! Тут прямо что-то с чистого листа. И правда. И есть желание по пажу жезлов, достаточно активная позиция ваша, осуществить то намерение, которое вы хотите. Но не могу сказать, что в чем-то вы уверены. Две мелкие карты по пажу мечей и по пажу жезлов — это есть определенные сомнения, когда вы хотите знать правду. Да, вы не хотите в чем-то ошибиться, вы не хотите, может быть, в чем-то сглупить. Но, с одной стороны, какой-то словно импульс желания вас подталкивает к чему-то и в то же время что-то останавливает. Есть определенные сомнения. Сомнения в новых отношениях или в уже сложившемся союзе. И тут перевести, правда, то, что вы имеете на данный период времени в новое какое-то качество, или, мои дорогие, завершить у кого-то. Все-таки по нулевому аркану это само по себе начало. И в этой колоде, я говорю, как слова Эйнштейна, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И вы какой-то хаос в своей жизни будете, может быть, упорядочивать, который состоит между тем, что есть по факту, и то, чего бы мне очень хотелось. Но ваша активная позиция. Здесь, знаете, у кого-то из вас ваше счастье может ожидать на совсем другом берегу, не в том месте, где вы находитесь. У кого-то будет просто много еще и путешествий, много общения, много каких-то возможностей. Или по этой карте, знаете, как игра жизни по новым правилам, и это вас может завораживать.
И вот если мы говорим про импульс, про посыл какой-то, нам хочется новых берегов, новых отношений. Или уже сложившиеся союзы, но тоже как будто изменить в сторону романтики, вдохновения, мечты, чтобы они не были какими-то тяжеловесными или не были, как, знаете, догма какая-то, которая на нас давит, словно бетонная плита. Нет самой по себе легкости, может быть, путешествий захочется, и но элемент новизны все-таки присутствует, как ни крути. Давайте мы узнаем, что же вам будет помогать. Вы знаете, когда вы не включитесь в какой-то режим многозадачности, вам будет помогать, когда вы не слушаете советов со стороны. Вам будет помогать, когда вы с чем-то определитесь, правда? И для кого-то это могут быть как новая личная история. Когда вы, ну, может быть, по пятерке пентаклей предпочтете новые, может быть, для кого-то так, отношения взамен тех, которые, ну, либо утрачены, либо в них утрачено окончательно взаимопонимание. Или когда я на себе тащу буквально всю семью, у кого-то, у людей семейных может так проиграться. Посмотрите, какие карты. Вам будет помогать, когда вы, несмотря, может быть, на тот факт, что вы не могли понять друг друга с партнером, но сможете как-то не просто договориться, а проговорить вслух, что вас кардинально не устраивает. Может быть, когда вы скажете своему партнеру, все-таки это еще и пентакли, когда меня будет не устраивать, например, меня не устраивает финансовое состояние нашей семьи. Для людей, тех, кто один или одна, вам будет помогать, когда вы, может быть, решая вопросы финансовые, когда вам просто хочется быть более состоятельным человеком. Вот, может быть, вы встретите новое как бы знакомство, состоится, решая вопросы, дела, работы, бизнес и деньги. Для кого-то из вас, правда, ваша сильная сторона, когда вы сможете больше отдыхать, свалить как будто на землю вот эту вязанку из жезлов, режим многозадачности, оставив позади и с новым вдохновением свои новые возможности увидите. Для кого-то это могут быть новые отношения, когда я готов учиться или что-то начинать как будто с нуля. Ваша внутренняя готовность, чтобы уйти от разочарований, от материального недостатка, от холодности в отношениях и от тех, может быть, людей. Вы ведь люди очень добрые, вы люди очень сострадательные. Когда вам приходится, может быть, принимать участие в жизни других, решая вопросы других людей, а себя вы все время оставляете на потом. Так вот здесь вы себя поставите на первое место и будете готовы шагнуть, вот сделать, наверное, этот первый шаг. Или сама по себе учеба у кого-то будет помогать. Предположим, я конкретно скажу. Вы можете обрести новых друзей, новых знакомых, начав учить язык. Или, если вас заинтересует какое-то дело, ремесло, творчество, вы начнете это, опять же, через изучение что-то изучать, вы окажетесь в другом коллективе, у вас окажутся среди вас те люди, где-то разделяющие ваши взгляды, ваши интересы. Может завязаться новое знакомство или через обучение, или, может быть, даже ваше перемещение, поездку куда-то. Быть легким на подъем, это в целом вам помогает, ну вот с учетом даже этого нулевого аркана. Как вам проявится партнер? А партнер будет хотеть надежности. Партнер будет хотеть, может быть, оформления отношений. И партнер может пытаться командовать вами. Вот посмотрите, какие интересные карты. Вот, и главное, вашей карты, если мы говорим про кубки, да, нету ни одной. Партнер может быть как раз очень надежным человеком. У кого-то это тот партнер, который занимает высокую должность. Может быть, партнер захочет как раз вот определенной стабильности, как и финансовой, так и, ну, может быть, стабильности, когда мой дом, мое место отдыха или то, где я себя чувствую в безопасности. Но есть элемент подчинения, мои дорогие. Партнер явно хочет превалировать. Тут даже, не знаю, карта Таро, король мечей. Да, это те люди, которые, кстати, большой плюс. Они способны
отказаться от своих где-то ошибок и избавиться от ментального мусора. Но, избавляясь от какого-то одного мусора, он все-таки за собой будет всегда оставлять карта император, свою сильную позицию. Здесь решаю я, командовать парадом буду я. Вот такая позиция. А вас он может видеть, вот как по королеве Пентаклей, достаточно человека тоже, который умеет, может быть, и зарабатывать, или умеет достигать вот именно поставленной перед собой цели. Ведь по королеве Пентаклей у нас идет та, которая создала себя сама, которая умеет создать из хаоса порядок, мои дорогие, и построить свой сад мечты своими руками. Какая-то конкретика, любовь, ну, где-то к уюту, тепло. Это то, что может вас ценить человек, правда. Надежность ваша ему будет очень импонировать. Ваша мягкость, ваша лояльность, ваше умение, может быть, как-то обустроить быт, ваше умение, внимание, как бы, да, к детям. Ну, когда дом полная чаша, и я вообще могу за это не переживать. Ваша сама по себе как надежность, так и умение, опять же, достигать своих высот. По сути, соединить работу с домом, зарабатывание денег с семьей. Вот такой тандем может быть очень привлекателен просто для человека. Есть в этом расчет определенный, мои дорогие, и как будто желание покомандовать. Я не могу сказать, что вас это будет очень вдохновлять, но то, что эти отношения вам принесут финансовую и какую-то еще, может быть, юридическую стабильность, вот это точно. Новое знакомство. Может быть, новое знакомство, правда, и вы будете как на перепутье. Может быть, это знакомство уже есть, но как бы для вас оно такое, знаете, игриво, может быть, ненадежное. Вы скорее захотите занять позицию невмешательства или я не буду ничего форсировать. Где-то карта говорит, и сохраняй свои приоритеты, чтобы... Ну, где-то отчасти вас не использовали, ну, правда. По девятке жезлов это больше оборона, и когда нас не должны застать врасплох. Да и двойка-то жезлов сидеть на двух стульях. Может быть, для кого-то это вопросы любовного треугольника может проиграться, и тогда это будет та задача, вот где-то, да. В многозадачности это вам придется быть, но вам захочется бросить, наконец-таки, вот эти 10 жезлов или закончить вот эту двойственную ситуацию. И будут перемены, да, вам захочется действительно, потому что вот эта игра или многозадачность, вы можете от нее устать. Потому что словно нужно держать, ну, в фокусе внимания, кому я что сказала или сказала. Или как будто на два фронта жить, у кого-то на две семьи жить, но есть перемены. У кого-то из вас какая-либо ситуация может проиграться таким образом, что как будто было два партнера, может быть, мои дорогие. Я не имею в виду семью. Или, может быть, как новое знакомство мы смотрим с людьми, да, какими-то новыми. Но вы не изберете ни одного и ни второго, а у вас будет какой-то третий вариант. Правда? И тот вариант, он будет где-то далеко. Либо будет связан где-то с работой, либо с вашими перемещениями, путешествиями или командировками. Или кто-то из вас надумает уехать далеко, чтобы вообще оставить вот то, что меня разочаровывало где-то позади. И для вас, ведь, мои дорогие, правда, 2000, для вас, как сейчас, планеты играют в плюс. Сатурн в знаке Рыбы. Для вас зеленый свет, как новую систему отчета, новую систему своей собственной жизни, как и построить, так и закрепить. И на последующий, с 25 года, в мае месяце, Юпитер будет в вашем первом доме. И это будет благоприятное время, но вот, видимо, сейчас какое-то начало. Вы с чем-то должны определиться. Может быть, вот с какой-то разочаровывающей ситуацией, которую вы вообще никому не скажете. И это может быть как посыл уехать далеко, словно оставить все позади. Или сами по себе перемены, которые могут ворваться в вашу жизнь, может быть, обстоятельства вашей жизни, которые заставят вас где-то принять однозначное решение по поводу новых знакомств. Или какие-то возможности откроются.
но вы будете очень внимательны. Вот эта позиция, когда, да, меня не застанут врасплох, она будет очень правильная, по крайней мере, с вашими новыми знакомствами, с новыми начинаниями. Карты говорят, знакомство будет, и, скорее всего, не одно, если вы, конечно, сами захотите. Но здесь и словно судьба вам подыгрывает, как-то пытается изменить вашу жизнь, уйти, может быть, от какой-то рутины, или от какой-то серости, мои дорогие, правда? Почему нет? Что может помешать? Какая-то прежняя история, которая тянет вас назад. Те отношения, которые искренне надежны, или люди, человек конкретный, на которого вы можете положиться. И может быть такой своего рода раздрай в душе, когда вроде бы есть человек, он, да, надежный, но в то же время моя душа просит новизны. И вот в этом как раз, да, между импульсом и какой-то конкретикой, правдой, вы, скорее всего, выберете что-то новое. Может быть, вот эта двойственность, она как раз проигрывается, как меня что-то заставляет перемещаться или менять в моей жизни, потому что в какой-то, может быть, сфере вас не устраивает поведение партнера, вот как по шестерке кубков, да, ну, что-то вы с чем-то не можете согласиться, хотя вместе с тем это надежность, но и выбор просто может быть сложно сделать. Вообще по шестерке кубков что может помешать? Вам тут ничего не может помешать. Вот так вот, если глобально мы на это смотрим. Единственное, я бы сказала, если мы ну, где-то до бесконечности оглядываемся назад или что-то сравниваем, или все не можем принять решение, или, знаете, как думаем, что должен пройти еще какой-то период времени, прежде чем я с чем-то определюсь, можно это самое время упустить. И сказала бы, и так тоже может быть. Давайте мы посмотрим ваши возможности. А здесь, знаете, такие возможности, которые, правда, сама судьба вас может закрутить, как через какое-то известие или событие в вашей жизни, когда вам придется на что-то откликаться или куда-то отправиться. И кто знает, вот может быть в этой дороге что-то у вас начнет меняться, или вы сами изменитесь, вы каким-то образом пересмотрите свои приоритеты, может быть, или приоритеты в отношениях, что-то поставите на первое место, от чего-то можете отказываться. Может быть, события в вашей жизни таковы, что вообще это какое-то путешествие следует. Наверное, это все то, что я говорила планетарно, когда Юпитер в 25 году войдет в ваш первый дом. И поэтому это новые возможности, они вас ждут. Но подойти к этому периоду нужно, ну, как в новом качестве все равно, мои дорогие. Давайте мы спросим карту совет. Балансировать где-то вам придется между материализмом и личной историей вашей, между чувствами, правда? Вообще совет, не совет даже, так бы сказала, поступайте так, как вам велит ваша душа. Ну, давайте я достану еще дополнительные карты, и мы с вами проясним вот эти две. Если мы говорим ваши возможности, возможности по рыцарю жезлов большие, но это мы готовы к неожиданностям, к превратностям судьбы, к поворотам резким судьбы. С учетом аркана Шут тут тоже мы готовы к неожиданностям. Сама по себе карта новизны. Причем тех ситуаций, когда, если мы говорим кризис, это возможности, так вот у кого-то буквально через какую-то критическую ситуацию могут решаться вопросы, или это ваше главное решение, я не хочу как прежде. Ну давайте, что же, какое продолжение следует? Весь мир у ваших ног. Видимо, правда, вы будете где-то зависеть от тех обстоятельств, которые будут складываться в 2024 году. Карта мир нам говорит, вообще нет ничего невозможного. И если мы уже не первый раз говорим про перемещение или про поездки, или про смену места жительства, вот здесь у нас проходит как ваша популярность. Весь мир, мы говорим, да, это может пройти как ваш достаток, расширение вашего бизнеса и с ним новые возможности. Новые возможности в личной жизни, причем, может быть, таким образом они к вам придут, когда вы теперь даже предположить не можете. И то, что прежде вам могло казаться, нет, этого не может быть, с учетом
21-го старшего аркана – это само по себе счастье, гармония, мир в душе, баланс полный. Вот такое продолжение следует. Но через вот этот самый ноль, через какое-то начало, вот посмотрите, нулевой аркан, а это последний. Вы должны пройти, как будто, может быть, разобраться с чем-то или какой-то гештальт закрыть, определиться, не допускать вот каких-то сомнений, вот какая-то упорядоченность, как минимум, в вашей жизни или в вашей душе, она предусматривается, и тогда вот нет ничего невозможного. Карта совет. Правда, у кого-то из вас, как помощь высших сил, иногда по шестерке пентаклей проходит, так и вот этот самый материализм. Через работу, через деньги, через новые возможности, которые перед вами, может быть, возможности в мире откроют. У кого-то так проиграется. Через мое благополучие приходит, ну, может быть, и своего рода счастье. Может быть, новые возможности, они для вас как-то открываются, и они сопоставимы. Но для короля ведь кубков совершенно необходим какой-то базис. И не важно, что меня девочки смотрят или мужчины, у нас всегда король кубков изображен на постаменте. То есть это тот материализм, без которого не может он существовать. И как раз шестерка пентаклей вторит поэтому. Одна из лучших карт колоде на деньги, на работу. Единственное, о чем она говорит, денег в долг не давай. Вот это всегда проходит, потому что они понадобятся самому, вам самим. И как новые возможности или карта совет, уделяя внимание, ну, наверное, дела, работы, бизнес и деньги. Вот это вы не можете поставить тоже на как бы на вторую ступень и полностью отдаться каким-то чувствам. Посмотрите, у вас нет практически ни одной кубковой карты. Для вас, мои дорогие, ну вот только шестерка кубков, и то в позиции, что вам может помешать. Как будто построение, ну, вашего нового статуса, оно проходит либо через деньги, либо через работу. Я понимаю, либо это может пройти для кого-то из вас, мои дорогие, через вашего партнера, статус вашего партнера. Поэтому часто ведь по королю кубков это не только ваша карта, еще как олицетворение наших партнеров по браку. И опять же тогда про надежность. Может быть, вы будете искать, если для тех, кто один или одна, чтобы партнер соответствовал вам. Ну, а для тех, кто в паре, вы сами что-то можете именно захотеть менять, чтобы уйти от материального недостатка или от холода во взаимоотношениях. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.